Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 21 октября. Поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, а также что нужно сделать, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Далее все более подробно. Друзья, прямо сейчас ставим лайк этому видео, не стесняемся. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, ставим лайк и слушаем дальше. Итак, друзья, традиционно с 21 октября наши предки ждали и сильные похолодания. А вот по народному календарю 21 октября отмечался День Трифона и Пелагеи. На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. И чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. А вот православная церковь вспоминает в этот день двух святых – Трифона Вятского и Пелагию Антиохийскую. Трифон посвятил себя иноческой жизни. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился святитель Николай в сопровождении ангела, исцеливший святого и наградивший его даром чудотворения. Пелагия Антиохийская отличалась необыкновенной красотой и до принятия христианства вела распутный образ жизни, была танцовщицей и блудницей. Однажды епископ Нон, пораженный ее бесстыдством, всю ночь молился о спасении ее души, а на следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Приближение зимы становилось все более ощутимым, и люди по этому поводу говорили, что с Трифона Пелагеи все холоднее. Поэтому в этот день традиционно все занимались ремонтом, пошивом и покупкой зимней одежды, готовясь таким образом к наступающей зиме. Крестьяне в этот день, пока вода коркой льда не покрылась, на дно водоемов опускали на хранение плотно закупоренные бочки с засоленными огурчиками, помидорчиками. Дело в том, что подо льдом температура воды всегда стабильная и не опускается ниже плюс 4 градуса по Цельсию. Такие условия являются идеальными для хранения солений. Весной бочки доставали из воды, и на столах появлялись необыкновенно вкусные соленые огурчики и помидорчики. По народным приметам, если 21 октября голубь начал прятать ножку в перья, то ждали похолодания. Если береза не все листья сбросила, то снег придет поздно. Луна в кругах виднеется этой ночью, ждите тумана и беды. Вы знаете, в этот день, так как на Руси традиционно занимались ремонтом, пошивом и покупкой зимней одежды, то именно продавцы верхней одежды в этот день, 21 октября, проводили специальные ритуалы и обряды для быстрой и выгодной продажи. Что они делали? Они брали и обмакивали палец в меде и трижды крестились на шубе или тулупе, говоря такие слова: «Пчелы мед приносят, у меня покупателей спросят, пусть ко мне скорее летят, веселее товар разбирают». Затем нужно палец лизнуть и трижды плюнуть через левое плечо. Таким образом, считалось, что в самое ближайшее время будет все продано и человек получит хорошую прибыль. Наши предки еще по народным приметам на 21 октября пытались определить, какой будет зима. Например, если мыши роют норы с южной стороны, то это говорило, что ждет суровая зима. Дятел дерево снизу долбит и клюв вверх поднимает к морозной и снежной зиме. Конечно же, крестьяне на Пелагею готовили новые поля. Часть деревьев было принято выжигать, а часть оставляли для строительства новых изб и других хозяйственных нужд. Заранее до Пелагеи и Трифона готовили починок, вырубая поляну, на которой после разводили огонь, прося прощения за свой поступок у хозяина леса лешего.
этого духа никто не видел, так как он редко появляется на людях, чтобы не беспокоить их лишний раз, но все знали, что он очень честный и довольно влиятельный. Ему нужно было пожаловаться на другую нечисть лесную, которая пугает человека. Считалось, что лешему обязательно нужно было оставить дары – пироги да сладости. Также в этот день наши предки знали о том, что нельзя было делать по народным приметам. Поэтому в этот день нельзя было рубить деревья, ломать ветки, сдирать кору, втыкать в деревья нож или топор. Иначе наши предки знали, что их ждут проблемы и неурядицы. Запрещено 21 октября было проводить в грусти, в печали, в слезах или в каких-то невеселых воспоминаниях, печальных новостей и происшествий, иначе будет еще больше. Также 21 октября нельзя было ходить на свидание, а также на встречу с незнакомцем, так как он может оказаться обманщиком. Не рекомендуется 21 октября начинать какие-либо дела с малознакомыми людьми, иначе это к большим проблемам. Поэтому, если вы не знаете этого человека, но он вам предлагает какое-то достаточно взаимовыгодное сотрудничество, перенесите это на другой, более выгодный для вас день. И вы увидите, что в скором времени откроются все карты, и вы увидите, что не все так было и хорошо. Также 21 октября запрещается разговаривать по пустякам. Нельзя разговаривать было и сплетничать с родственниками. Также в этот день нельзя сквернословить, оскорблять кого-либо, конфликтовать или негативно мыслить. Также запрещается лениться, иначе можно было пострадать. Еще в этот день наши предки не рубили деревья, особенно те, которые скрипят и потрескивают на ветру. А у сосен и елей в этот день даже ветки ломать было запрещено, так как на Руси верили, что в таких деревьях живут души людей, которые умерли не своей смертью, и тех, кто наложил на себя руки. Также обращаем ваше внимание, в день Пелагеи и Трифона и их родственники развешивали на ветвях деревьев разноцветные платочки, чтобы умершие знали, что их помнят и любят. Конечно же, а дома поминали пирогами и вкусным компотом. Также нельзя 21 октября надевать было теплые вещи, не приведя их в порядок, иначе до весны вас будут преследовать всевозможные проблемы. Также 21 октября девушкам и женщинам не рекомендуется долго смотреться в зеркало. Считается, что в него в этот день может перетечь красота. И чтобы не допустить этого, представительницы прекрасного пола не должны были отражаться в полный рост. Здоровье и удача покинут того, кто 21 октября будет сплетничать. В этот день наши предки были уверены, что нельзя никого не обсуждать и тем более не осуждать. Также в этот день не следует никому рассказывать плохие сны до заката солнца. Наши прапрадеды верили, что тогда они сбудутся, и обратная ситуация с хорошими сновидениями. Если ими с кем-то поделиться, то можно не рассчитывать на их воплощение в жизнь. Также ни в коем случае 21 октября не стоит принимать решение о смене вида деятельности, работы или места жительства. Эта среда может оказаться коварной для тех, кто решит что-то поменять в своей жизни и при этом скроет все минусы. Поэтому 10 раз подумайте о том, стоит ли вам в этот день кардинально менять свою жизнь. Конечно же, по мнению наших предков, рожденные в этот день люди 21 октября обладали талантом именно к обувному делу. Конечно, таким людям, которые родились в этот день, они имеют усидчивость и хорошую самообучаемость. А вот из недостатков довольно часто такие люди скептически и раздражительно относятся к любой критике. Что же касательно талисмана, то в качестве талисмана и оберега людям, рожденным 21 октября, лучше всего использовать корунд. Также обращаем ваше внимание, что если в эту ночь вам приснилась мука, это сулит вам материальное благополучие. Если во сне вы пекли блины из муки, то вам придется справляться с множеством всевозможных хлопот. А ночные грезы, в которых фигурировали пустые тарелки, служат вам предупреждением. Значит, вас в ближайшее время обидит очень близкий для вас человек.
Друзья, вот такие у нас с вами народные приметы на 21 октября. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое на интуитивном уровне вам понравилось больше. И смотрите, друзья, там много ценной, важной, нужной и интересной для вас информации. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами в следующем видео.